Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Красота обычно всегда сопутствует со своенравным характером, не так ли? Хотя, может быть, я ошибаюсь, и вредными бывают и дурнушки. Но вот у нашей сегодняшней гости из Азии с самооценкой все в порядке, ибо мало того, что она кошка, так еще и сиамская. Встречайте сиамскую породу кошек, красотку с дурным характером. Я так беспрекословно утверждаю про характер не понаслышке. Когда-то давно в детстве я поехала к родственникам на Дальний Восток. У них жила сиамская кошка, которая подпускала к себе на погладить только по праздникам и только членов семьи. В основном она царапалась и охотилась на домашних двуногих. Один раз мой дядя отправил домой кого-то из коллег зачем-то. Так вот, коллега этот еле унес ноги. Будучи исполосованным котейкой в лицо, Сиам набросился на незнакомца, как это водится всех диких кошек, прямо сверху, с полки для шапок в прихожей. В общем, про Сиама я все поняла с самого детства. Итак, история у нашей сегодняшней кошечки интересная и древняя. Начнем с названия. Сиам – это старое название Таиланда, так что кошечка наша имеет прописку на излюбленном российском курорте. Первое упоминание о сиамских кошках мы видим в научном трактате Тамра Мео, поэтическом описании различных кошек, живших на территории современного Таиланда. Согласно гипотезам, это произошло в период существования королевства Аютия между 14 и 18 веками. На листах этой древней бумаги, сделанной из коры таиландской разновидности шелковичного дерева, изображены 23 кошки разных пород. 6 из них, по убеждению автора, приносят человеку несчастье, а остальные помогают привлечь удачу. В числе вторых выделяется наша сегодняшняя гостья, так что происхождение у сиамских кошек вполне себе благородное. Долгое время эти животные считались священными. Они жили в храмах Сиама, так назывался Таиланд до середины прошлого столетия, и при дворе местных монархов владеть ими простым смертным и тем более вывозить их из страны было строго-настрого запрещено. Западный мир узнал о существовании сиамских кошек лишь к концу 19 века. В 1872 году в знаменитом лондонском выставочном зале публике представили необычную кошку из Центральной Азии. Реакция специалистов и обывателей была крайне неоднозначной. Нашелся даже журналист, который наградил заморскую гостью эпитетом «кошмарная». Впрочем, многие заводчики оказались не настолько напуганы и даже назвали ее лунным бриллиантом. Однако из-за проблем с экспортом о развитии породы речь не шла. Только в 1884 году британский посол привез на Туманный Альбион для своей сестры перспективную пару, аккуратную кошечку с округлыми очертаниями Миа и стройного с удлиненным туловищем котенка Фо. Всего год спустя один из их наследников стал чемпионом. Вскоре был утвержден первый европейский стандарт и создан клуб любителей породы, и началась селекционная работа. Эта самая работа и произвела на свет многочисленные разновидности Сиама. Например, балийская длинношерстная порода сиамских кошек, бурманская порода кошек, выведенная из породы, найденной в Бирме, и скрещенной сиамской, гималайская длинношерстная порода сиамских кошек, выведенная путем скрещивания персидской и сиамской, яванская длинное стройное тело, утонченный костяк и крепкая мускулатура, тайская старотипный экстерьер сиамской кошечки сохранен до сих пор и сейчас выделен в отдельную породу. При этом существуют значительные различия в стандартах породы. Большинство ассоциаций считает, что сиамская кошка должна иметь стройное, но мускулистое тело с вытянутыми линиями, а кошек с более плавными и округлыми чертами относят уже к тайской породе, либо их называют традиционными сиамскими кошками. Сиамские кошки имеют небольшой размер, а их вес от 2,5 до 6 кг. Ассоциации любителей кошек допускают 4 цвета сиама.
Сиама. Seal Point от бледно-желтого до кремового. Шоколадный Point. Основа цвета слоновой кости с пятнами оттенка молочного шоколада. Blue Point. Голубовато-белый корпус с серыми и синими пятнами. И лиловый Point. Белое тело с розово-коричневыми пятнами. Итак, все сиамские кошечки имеют неуравновешенный характер. Они обидчивы, мстительны и просто агрессивны. Однако заводчики, которые много лет работают с породой, уверены в несправедливости подобных слов. Да, это довольно своенравные и требовательные питомцы, поэтому их не стоит заводить людям, мечтающим о покладистом компаньоне, который будет вести себя тише воды, ниже травы. Общение для сиамов такая же насущая необходимость, как еда и вода. И речь идет не только о совместных играх и ласке. Они в буквальном смысле этого слова разговаривают с хозяином. Красивая ты. Красивая. Красивая. Ой, ой, ой. С помощью громкого голоса и выразительных интонаций, сообщая обо всем, что нравится или не нравится, интересует, беспокоит или раздражает. После разлуки на несколько часов вас будет ждать подробный отчет о произошедшем за день. И любимец, конечно же, ожидает отклика на свои тирады. Он с удовольствием поддержит беседу. Кстати, к эмоциям, выраженным в человеческой речи, сиамские кошки очень чувствительны. Их задевают сердитый грубый тон, поэтому без необходимости не повышайте голос. Давно доказано, что у животных тоже могут случаться депрессии, которые приводят к негативным последствиям для физического здоровья. Сиамские кошки привязаны к членам своей семьи. Они не любят одиночество, с готовностью будут сопровождать вас во время перемещений по квартире и помогать с домашними делами. А когда вы наконец устроитесь в кресле с ноутбуком или книгой, они нежно прижмутся к теплому бочку и будут с наслаждением мурлыкать. А еще эти впечатлительные королевские особы не настолько терпеливые, чтобы постоянно общаться с малышами в возрасте до 6-7 лет, которые не понимают границ их личного пространства и от восторга при виде красивой кисы забывают, что с живым существом нельзя обращаться столь же бесцеремонно, как с плюшевой игрушкой. Так что будьте аккуратнее с сиамами и маленькими детками. К детям постарше сиамские кошки относятся уже не так плохо. Что касается других питомцев, то мир и гармонию в доме никто вам не сможет гарантировать, хотя некоторые сиамы заводят дружбу с собаками. Если одного домашнего животного владельцам кажется мало или хочется оградить пушистых членов семьи от одиночества, в то время, когда все на работе, оптимальным вариантом будет одновременное приобретение двух сиамских котят. Особенности строения короткой гладкошерстной шерсти делают уход за сиамскими кошками максимально простым и неутомительным. Частые купания противопоказаны, поскольку отсутствие естественного жирового барьера нарушает иммунитет. Кошки очень чистоплотны и сами поддерживают себя в хорошей форме. А как вы думаете, чем продиктован столь неуравновешенный характер у нашей тайской кисы? Кто же ее так бесил в стародавние времена? Пишите свои варианты в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!